Это острый приступ серьезной тревоги, который граничит с паникой, сопровождается, как правило, сильным страхом и паникой. Если бы я мог ответить на этот вопрос, я бы, наверное, получил Нобелевку. Отправить к врачу. Пускай врач этим занимается. Не нужно делать это дома, не занимайтесь самолечением. Все трюки подготовлены специальными каскадерами. Ваш мозг снимается с ручника и объясняет вам, что страшного ничего не произошло. Но испугаться вы уже успели. И накрутить себе мультиков, скорее всего, тоже себе успели. В таком случае мастурбация, конечно, поможет как-то выпустить пар. И не только пар, как в итоге окажется. Привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Кругличенко, я врач-психиатр, клинический психолог, психотерапевт и можно сказать, что я мозгоправ. Занимаюсь тем, что вправляю людям мозги. Психотерапевт – это человек, который получил образование. Наверное, нужно более комплексно ответить на этот вопрос. Дело в том, что есть такая штука, как врач-психотерапевт. В КВЭДе, в чего-то там введение экономической деятельности, как-то так оно расшифровывается. Есть такая даже специальная профессия, называется она врач-психотерапевт. Другими словами, психотерапевт – это человек, который получил высшее медицинское образование и постдипломную подготовку в области психотерапии. Дело в том, что вот этот вот момент, этот вопрос, который, казалось бы, очень простой, вызывает огромное количество разногласий. Дело в том, что есть европейские там различные подходы к тому, кто такой психотерапевт, и в принципе, может ли психотерапевтом быть человек без медицинского образования, в соответствии вот с этими канонами может. В Украине не может. То есть все равно такие есть и работают. Но дело в том, что чем занимается психотерапевт? Психотерапевт занимается лечением психических расстройств разного уровня. Сложных, не очень сложных, легких, малой психиатрии и так далее. В соответствии с законами украинскими лечением психических расстройств может заниматься врач. Психолог не может. Психотерапевт, если он врач, может. Психотерапевт, который не имеет медицинского образования, в соответствии с нашим законодательством, не может заниматься лечением. Однако это не мешает тому, чтобы у нас было огромное количество психотерапевтов без медицинского образования, которые занимаются психотерапией. Насколько это правильно, корректно и так далее, чисто с точки зрения закона, на сегодняшний день я бы сказал, что закон неправильный. Потому что те врачи, которые получают постдипломное образование психотерапевтическое, как правило, не такие профессиональные, не такие крутые, как многие психотерапевты, которые много лет учились какому-то направлению психотерапии, но у них нет медицинского образования. Вот те специалисты обычно намного более круто подготовлены, чем врачи, которые за полгода прошли подготовку постдипломную. Поэтому я думаю, что рано или поздно закон поменяется и позволят людям, которые получили правильную подготовку психотерапевтическую, заниматься психотерапией. Что такое психотерапия, что такое вообще, кто такой психотерапевт еще? Это человек, который занимается, повторяю, лечением психических расстройств исключительно с точки зрения какой-то беседы, какой-то психотерапевтической беседы. Непростой вопрос. Стоит различать диагноз. Диагнозы как раз достаточно просто распознать по той причине, что они у нас находятся в МКБ-10, Международный классификатор болезней 10-го пересмотра. У них, в частности на Западе, DSM-5, диагностический статистический мануал. У каждого диагноза есть какие-то конкретные критерии, в соответствии с которыми мы можем наградить, так сказать, диагнозом того или иного человека в зависимости от того, какие критерии он демонстрирует. Какие симптомы, синдромы, как они все между собой связаны и так далее. Дело в том, что когда мы говорим про психиатрию и психические расстройства, мы можем говорить про то, что это эмпирические знания. Много лет люди наблюдали и определили, есть определенная взаимосвязь между какими-то конкретными симптомами, синдромами, состоянием, поведением, которые вот повторяются из раза в раз. Вот это вот относится к конкретным разным диагнозам. Неважно, это шизофрения, депрессия, биполярное расстройство и так далее и тому подобное. Когда мы говорим про то, как можно распознать в принципе психическое расстройство, то следует, наверное, начинать со здоровья. То есть, когда у человека нарушено психическое здоровье, его психическое благополучие, стабильность, тогда можно говорить о том, что у человека, возможно, есть какое-то расстройство. Как это сделать? У психиатров, у психотерапевтов, у всех у них есть один и тот же инструмент. Это общение с пациентом, клиническое интервью. Можно использовать шкалы, можно использовать различные тестовые методики. То есть подключаем уже все, что можем, для того, чтобы понять, насколько человек нарушен в своем поведении и психическом состоянии. У каждого из нас есть ряд психических функций.
мышление, речь, память, интеллект, эмоции, восприятие и так далее. Анализируя каждую из этих вот запчастей нашей психики, можно говорить о том, что та или иная часть нашего психического состояния нарушена. В зависимости от этого мы можем говорить уже, что есть у человека расстройство или нет. Чаще всего это происходит посредством и благодаря клиническому интервью, то есть диалогу, обследованию и дополнительным методикам. Также мы можем использовать методики парамедицинские, в данном случае какие-то инструментальные, которые могут как-то объективизировать нашу точку зрения. Электроэнцефалограмма, МРТ и так далее и тому подобное, для того, чтобы мы могли найти еще какую-то причину того, что происходит с человеком. Проблема основная заключается в том, что мы не можем объективизировать, то есть сказать наверняка, мы не можем, у нас нет никакого прибора для того, чтобы услышать мысли человека. Мы работаем с той продукцией, которую нам дает человек. С тем, что он говорит, с тем, как он говорит, как он при этом себя ведет и выглядит. И очень часто все это может приводить к каким-то ошибкам, безусловно, но учитывая, что мы отталкиваемся, я повторю, от того, что нам дает человек, мы анализируем именно вот это. И частый вопрос, который задают, может ли человек обмануть психиатра? Да легко, на самом деле может, без каких-либо проблем. В таком случае он не получит той помощи, которая ему нужна. Когда у человека нарушается, допустим, память, как один из вариантов, человек может забыть, как его зовут. Когда у человека возникает делирий, допустим, алкогольный делирий или любой другой, человек помнит, как его зовут, сколько ему лет, но при этом он совершенно не способен понять, где он находится. Он может выдавать любые совершенно версии в поезде, в машине, в самолете, даже если все вокруг не напоминает ни машину, ни самолет, он может сказать, что я нахожусь в гостинице. При разных расстройствах могут быть нарушения ориентировки. Да никак не влияет. Проблемы пациентов и их истории на мою личную жизнь особо не влияют по той причине, что я давно работаю и давно научился как-то абстрагироваться. Если бы я каждый раз, да и, наверное, мои коллеги, пропускали полностью через себя все эти проблемы, было бы намного сложнее. Дело в том, что для того, чтобы мы могли помочь, мы должны находиться вне рамок, вне той системы, в которой находится конкретный человек с его проблемами. Мы должны быть максимально объективны, при том, что, как я уже перед этим сказал, объективизировать свою точку зрения иногда бывает очень тяжело. Именно для того, чтобы этого не происходило, приходится включать какой-то цинизм, иногда он нездоровый, для того, чтобы быть максимально отстраненным от проблем этого человека. Можем ли мы сочувствовать и сопереживать? Безусловно, можем. Может ли вот весь тот трэш, который мы наблюдаем, нас расстраивать? Меня в частности? Да, конечно, может. Может ли это меня как-то шокировать? Да, может. Но это не означает, что я должен это внести в свою личную жизнь и как-то дома канализировать на своих родных и близких. Потому что это работа. Эту работу я должен делать качественно. Любая работа должна быть сделана качественно, безусловно. Таким образом, наверное, лучше не брать в свою личную жизнь все эти проблемы, которые мы наблюдаем, потому что очень часто эти проблемы страшные. Ситуации страшные, больные, болезненные и доставляющие массу дискомфорта как родным и близким тех людей, с которыми мы общаемся, так и нам доставляли бы, если бы мы принимали все это на свой счет. И я говорю в частности про себя. Если бы каждую вот ту ситуацию тяжелую я пропускал через себя, я не смог бы работать. Психосоматика тоже реальная болезнь. То есть многие путают, думают, что психосоматика это не болезнь. Болезнь еще какая? Вопрос в том, чем вызывается болезнь. Когда мы говорим про психосоматику, то мы говорим про то, что психологическое, психическое состояние повлияло на сому, на тело. То есть первоначально психическая какая-то проблема стала проблемой телесной. Это тоже болезнь. Вопрос в том, что для того, чтобы сказать, что у человека однозначно психосоматическое какое-то расстройство, нужно исключить все остальные факторы, которые могут стать причиной и могут быть причиной их соматического или даже психического состояния. Не имеет значения в данном случае. То есть необходимо провести правильную диагностику, комплексную, которая бы включала все возможные причины и факторы, которые могут повлиять на его состояние. Как различить? Провести качественную диагностику прежде всего. Это залог успеха в данном случае. А потом уже, когда мы ничего не нашли, задаться вопросом, а может быть это психосоматика?
Плохая практика в данном случае — это сразу сказать, что у тебя психосоматика, и давай лечить психосоматику. Это уже следующий подпункт, по той причине, что очень популярна в последнее время психосоматика. Причем психосоматическими расстройствами, лечения психосоматических расстройств занимаются люди, у которых, как правило, нет медицинского образования и отсутствует клиническое мышление, либо оно просто недостаточно развито. Возможно, не хватает какого-то опыта, багажа знаний, чисто сугубо медицинского. И понять, что болезнь, например, в груди может быть, боль в груди, в области грудной клетки может быть связана с условно защемлением позвонка какого-то там, нервного окончания в позвоночнике. Но гораздо проще сказать, что это психосоматика, чем заняться нормальным исследованием. То есть нужно понимать, как функционирует тело, нужно знать анатомию, физиологию, патофизиологию и так далее и тому подобное, для того, чтобы пытаться мыслить комплексно. Вот тогда можно как-то распознать, когда у тебя есть знания в области психологии, кроме психологии, конечно же, в области физиологии, анатомии, ну и так далее, я уже перечислил. Идеальный портрет психически здорового человека. Мы можем обратиться к формулировке, что такое психическое здоровье, а там их много. И Всемирная организация здравоохранения одну делала, потом их огромное количество разных этих утверждений. То есть отсутствие болезни. Самое простое, наверное, самая простая формулировка — это отсутствие болезни, отсутствие расстройства. Не бывает идеального портрета. Идеала вообще в принципе не бывает, на то он идеал, он недостижим. Дело в том, что когда мы говорим про психически здорового человека, старая древняя шутка, что нет психически здоровых, есть плохо обследованные. Исходя из этого, моя личная формулировка, наверное, заключается в том, что когда состояние человека доставляет дискомфорт ему, когда ему тяжело живется, когда страдает его личная, социальная или профессиональная жизнь, тогда можно говорить, что с этим расстройством нужно работать. Когда у человека есть какое-то психическое расстройство, неважно какое именно, и при этом человек компенсирован и может нормально работать, жить, функционировать, тогда, наверное, нет смысла заниматься исключительно лечением вот этих вот симптомов, которые очевидны. Тяжелый вопрос, по той причине, что если мы говорим про государственную медицину, в Украине на сегодняшний день все грустно. Все очень грустно и очень плохо, и зарплата невысокая. То есть, если мы говорим исключительно про официальную часть, то это 5, 7, 8 тысяч гривен. До 10 может быть у каких-то крутых чуваков, которые занимают должности там, заведующих, начмедов и так далее и тому подобное. И зависит от количества ставок, которые человек на себе тянет. То есть у психиатров есть интересная такая фишка, номинальная. Доплата за вредность. То ли 24, то ли 25% от ставки. Плюс какие-то еще там заслуги дополнительные за выслугу, там, за участковость и так далее и тому подобное. Но все это копейки на самом деле. Зарабатывать можно частным образом, когда к тебе приходят пациенты и платят. Тут есть несколько подходов. Либо ты платишь налоги официально, оформляешься как ФОП или как еще что-нибудь. В таком случае ты платишь налоги. Либо ты берешь эти деньги under the table, то есть нелегально, и не платишь налоги. В таком случае, ты сам рискуешь, на самом деле. Рано или поздно тебя возьмут за интересное место и попросят объяснить, где ты берешь эти все деньги. А вот здесь вот уже в зависимости от уровня специалиста, неважно, это психиатр или психотерапевт, тот, кто насколько может, тот настолько свой гонорар и повышает. Можно написать 100 баксов в час, можно написать 500 гривен в час, но вопрос в том, что на сегодняшний день достаточно образованная аудитория, клиенты, которые не станут платить просто так. Один раз они сходят, даже если ты написал 200 баксов за час, они придут, даже, может быть, заплатят. Но если они поймут, что ты их просто попытался обвести вокруг пальца, они второй раз просто не придут к тебе. И обязательно расскажут. Везде, в интернетах, везде расскажут. Написать можно сколько угодно. Вопрос в том, насколько ты, как специалист, крут, насколько ты популярен в том числе. Потому что ты можешь быть бесконечно классным специалистом, но о тебе никто не знает. Тогда ты ничего не заработаешь. Другой вариант, когда о тебе знают все, но ты, как специалист, тоже никакой. Какое-то время ты позарабатываешь, а потом люди поймут, что не то. Можно ли нормально заработать? Можно. Вопрос в том, что нет, опять же, пределов совершенства. Чем больше, тем лучше. Как-то так, наверное, правильно ответить. Начнем с другой стороны. Может ли человек, который сексуально неудовлетворен, чувствовать себя некомфортно? Может. Может ли он быть раздраженным, злым? Может.
Может ли он кидаться на окружающих в негативном смысле? Может. В таком случае мастурбация, конечно, поможет как-то выпустить пар. И не только пар, как в итоге окажется. Могу ли я рекомендовать мастурбацию как вид психоэмоциональной разгрузки? Это было бы странно на самом деле. То есть, если бы сказал, друзья мои, мастурбируйте и все будет у вас хорошо. Это было бы очень странно. Является ли это чем-то патологическим, плохим, неприемлемым? Наверное, нет. Естественный процесс. Даже животные вовсю развлекаются. Плохого в этом нет ничего. Табуированная ли эта тема до сих пор? Во многом да. Потому что даже у взрослого человека спрашиваешь на эту тему, человек может выкатить глаза и говорить: доктор, как вы можете задавать мне такие вопросы? Вы что, мне 45 лет? Такой, ну и? А человек, ну да, бывает. Еще раз вкратце, может ли мастурбация помочь быть одним из видов психоэмоциональной разгрузки? Может. Безусловно, да. Следует сначала, наверное, разобраться с тем, что такое паническая атака. Это острый приступ серьезной тревоги, которая граничит с паникой, сопровождается, как правило, сильным страхом и паникой. Человеку страшно, у человека пересыхает во рту, у человека учащается сердцебиение, ему нечем дышать, ему кажется, что он умирает. Есть много разных состояний, которые сопровождают вот такие вот физические какие-то состояния и переживания. И не все они являются паническими атаками. Очень часто приходят люди и говорят, что у меня паническая атака. Потом ты общаешься с этим человеком и понимаешь, что это не паническая атака. Это может быть все что угодно. Начиная от просто там какой-нибудь аритмии, например, да, или еще чего-то. А причин для возникновения подобных состояний много. Чаще всего речь идет о том, что выброс адреналина, резкий выброс адреналина приводит вот к такому вот изменению физического состояния. У человека учащается пульс, учащается дыхание, пересыхает во рту, мы начинаем потеть. Вот эти вот ощущения, они сопровождают обычное состояние, которое мы называем страхом или испугом. Человек ощущает физически все вот эти вот проявления и понимает, что ему страшно. Он пугается того, что с ним происходит, что приводит еще раз к выбросу адреналина. Человеку становится еще страшнее, человек начинает бояться собственного страха. В таком случае мы можем говорить про панические атаки. Что может к ним приводить? Да все что угодно, начиная от дисциркуляции крови в области нашего головного мозга, нарушения венозного оттока, проблем с сердцем, проблем да с чем угодно. Огромное количество соматических проблем могут приводить к появлению панических атак. Огромное количество тревожных разных состояний может приводить к появлению панических атак. Нужно начать с диагностики, опять же. Понять, что соматически у тебя все нормально. Тогда мы говорим исключительно про тревогу, которая проявляется в виде серьезных резких приступов, которые граничат с паникой. В таком случае мы говорим про исключительно изолированные панические атаки. Чаще всего они относятся к паническому расстройству либо любому другому тревожному расстройству. Достаточно эффективно лечатся, но чаще всего необходимо назначать медикаменты и использовать психотерапию. Лучше всего комбинировать медикаменты и психотерапию. Могут назначать антидепрессанты, могут назначать антиконвульсанты, могут назначать анксиолитики или противотревожные, хоть антипсихотики, много разных препаратов. Другой вопрос, что люди боятся принимать эти препараты. Люди считают, что когда им назначают, например, антиконвульсант или антипсихотик, доктор, зачем вам назначили антипсихотик? Я прочитал инструкцию, тут написано, что препарат для лечения шизофрении. Я что, шизофреник? Нет, дружище, ты не шизофреник. Просто этот препарат тебе сейчас нужен, так считает, по крайней мере, врач. Психотерапия тоже может помочь справиться с подобными состояниями, поможет научиться их избегать. Плюс, опять же, самопомощь. Нельзя скидывать со счетов и самопомощь. Дыхательные практики, медитации, нормальное питание, нормальный сон и отдых. Отдых крайне необходим для того, чтобы снижать тревогу и снижать в итоге, профилактировать появление панических атак. Другими словами, самым эффективным методом профилактики и лечения панических атак является комплексный подход. Самопомощь, психотерапия и медикаментозная терапия. От чего зависит настроение? Настроение чаще всего связано с нашими эмоциями. Может быть связано, может быть не связано с эмоциями. В зависимости от того, что работает первично, лимбическая система наша. У нас в мозгах есть такая штука, называется лимбическая система. Это большое образование, подкорковые структуры так называемые.
Вот они отвечают за эмоции, за нейрогуморальную регуляцию эмоций, за то, какие нейромедиаторы или гормоны должны выделяться для того, чтобы мы испытывали те или иные телесные чаще всего ощущения. И корка, ну то есть кора, извилины наши, которые могут как-то реагировать, наше сознание может как-то реагировать на поступающую извне информацию. Если это будет какая-то тревожная или грустная мысль, мы, конечно, расстроимся. И в данном случае лимбическая система отреагирует. А бывает наоборот, что лимбическая система сначала дает команду нашим железам разных секреций или там, на выделение каких-то нейромедиаторов. После этого мы уже начинаем что-то, эмоции какие-то испытывать и пытаться себе объяснить, что именно мы испытываем и в связи с чем. Вот чаще всего к паническим атакам имеет отношение вот именно такой механизм, когда лимбическая система сначала командует нашим надпочечникам выделить адреналин, а потом мы пытаемся уже сообразить, что именно происходит. Пример, как это работает. Вы идете по улице, слышите хлопок, например, петарды, взрыв. Прежде чем ваша кора успеет придумать про то, что это просто был взрыв петарды и вам лично ничего не угрожает, реагирует лимбическая система, дает команду амигдале, миндалевидному телу, та дает команду надпочечникам, выделяется адреналин, организм реагирует, а потом уже спустя какое-то время ваш мозг снимается с ручника и объясняет вам, что страшного ничего не произошло. Ну, испугаться вы уже успели. И накрутить себе мультиков, скорее всего, тоже себе успели. И вот с этим, кстати, очень часто связана и проблема посттравматического стрессового расстройства, но это выходит за пределы этого вопроса. Если бы я мог ответить на этот вопрос, я бы, наверное, получил Нобелевку. Мы не знаем, почему возникает депрессия. Мы знаем, что это такое, мы знаем, что сопровождает депрессию, мы знаем, что снижается уровень серотонина. При этом я лично не знаю, я не нашел ответа достоверного, который бы мог разъяснить, что первично снижение серотонина, поэтому возникает депрессия, или возникает депрессия и после этого снижается серотонин. Ну, как один из вариантов, там много их на самом деле. Для того, чтобы объяснить вообще, вот, как это все происходит, мне сейчас придется прочитать целую лекцию по нейрофизиологии, рассказывая про то, какие пути передачи есть в мозге, как это все работает, как это связано с серотонином, с дофамином и с другими нейромедиаторами. Есть два подхода. Экзогенный, то есть внешние факторы влияют, и эндогенный, то есть нет внешних факторов, исключительно внутренние. Экзогенный, пример. У вас в жизни произошло что-то плохое, кто-то умер, любимый хомячок приказал долго жить, все что угодно. Это вас настолько расстроило, что у вас возникла депрессия. В данном случае это внешний фактор. Когда такого внешнего фактора нет и появляется депрессия, мы говорим про эндогенную депрессию, внутреннюю, которая развивается сама по себе без влияния внешних факторов. Почему это происходит? Потому что происходит какой-то дисбаланс нейромедиаторов, как один из вариантов. Потому что мы начинаем отравлять себя своими же какими-то мыслями, что в итоге приводит к дисбалансу нейромедиаторов. Ответить наверняка на вопрос, что является причиной и почему происходит так, к сожалению, на сегодняшний день ни я, ни, наверное, многие другие люди в моей специальности не могут, не готовы. Шизофрения – хроническое, эндогенное, серьезное психическое расстройство, которое характеризуется целой кучей разных проявлений. В зависимости от того, какая клиническая форма в шизофрении присутствует, различают те или иные виды шизофрении. При простой шизофрении, например, есть такая простая шизофрения, есть такая клиническая форма. При ней нет привычных и любимых многими бреда, галлюцинаций. В основном есть негативная симптоматика. Вкратце о симптоматике. Есть негативная симптоматика, есть продуктивная или позитивная или плюс симптоматика. При продуктивной симптоматике появляется что-то нового, чего раньше не было. То есть какая-то продукция, отсюда продуктивная симптоматика. Бред, галлюцинации, изменение настроения, поведения и так далее. А бывает негативная симптоматика, когда выпадает какая-то функция. Воля, эмоциональный фон снижается и так далее. В зависимости от того, комбинация каких симптомов есть, мы различаем те или иные виды шизофрении. Если ее не лечить, то нарастает дефект. Стойкое выпадение функции, которая ведет к тотальной дезорганизации и распаду личности. Опять же, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно читать целую большую лекцию. Вкратце, это серьезное тяжелое расстройство, которое может наследоваться. Причин возникновения нее мы пока не знаем, механизма мы пока не знаем. Что такое шизофрения, мы пока по большому счету тоже не знаем. Отправить к врачу.
Пускай врач этим занимается. Не нужно делать это дома, не занимайтесь самолечением. Все трюки подготовлены специальными каскадерами. По той причине, что это сложно. Даже психиатры не ставят шизофрению сразу. Для того, чтобы мы могли сказать о том, что у человека шизофрения, например, человек должен соответствовать критериям, про которые я уже рассказывал. У шизофрении, как у любого другого психического расстройства, есть свои критерии. Если человек соответствует этим критериям, мы можем говорить, что у человека шизофрения. Но, опять же, можем ли мы ошибиться, или мы можем ли мы назвать шизофренией то, что шизофренией по большому счету не является? Вот тут вот возникает вопрос уже у меня. Какая разница, как оно называется? Шизофреноподобное расстройство, или там шизотипическое, или это шизофрения, или это что-то еще, если жизнь человека превращается в тотальный кошмар, если человеку невозможно нормально жить, функционировать, работать, любить, жить. Вот самый главный вопрос. Если человеку становится тяжело жить, тогда, в общем-то, этому человеку все равно, как именно оно называется. Даже если это просто депрессия, опять же, просто депрессия, которая приводит к просто суициду. Ничего простого в ней нет. Как распознать? У человека нарушаются эмоции, у человека нарушается мышление, у человека могут появляться какие-то симптомы, которых раньше не было. Бред, галлюцинации. Чаще всего, наверное, можно распознать, так вот отвечая на бытовом уровне, люди, у которых развивается шизофрения, становятся социально аутизированными. Они замыкаются в себе, люди разрывают все контакты, которые раньше у них были, они перестают общаться с окружающими, с друзьями. У них могут появляться какие-то мысли, которых раньше не было, о том, что либо им хочет кто-то навредить, либо о том, что у них есть какое-то особое значение, суперсилы и так далее и тому подобное, что за ними кто-то следит. Людям кажется, что все вокруг подстроено специально для них. Появляется такое ощущение, что движениями, действиями этого человека управляет кто-то извне, какая-то сила, кто-то, может быть, внедряет мысли. То есть мысли у человека это не его, а кто-то эти мысли ему дал каким-то образом. Каким образом человек уже пытается объяснить себе сам. Лучами, гипнозом, жучки вшили ему в голову и так далее. У человека появляется ощущение того, что он один, что он никому не нужен. Человек поэтому перестает общаться. Очень часто люди пытаются найти ответы, что с ними происходит, и мы можем обнаружить, что человек, который раньше не был религиозным или не увлекался эзотерикой, или философией, или психологией, вдруг резко начал проявлять эти интересы. Возраст, когда развивается это расстройство, чаще всего 25-35 лет. То есть первые 20-25 лет вы живете, нормально радуетесь жизни, у вас куча друзей, вас все хвалят, вы в школе умничка, занимаетесь математикой, делаете стенгазеты, а потом в 25 лет что-то пошло не так. Или в 30, когда у вас уже есть свои дети. Вы перестаете общаться с окружающими, вы вдруг начинаете ходить по церквям и читать религиозную литературу. Что-то идет не так, явно. Окружающие могут обратить внимание, что с вами что-то не так, могут вам сказать. Но, когда развиваются бредовые уже идеи, а они могут начать развиваться в данном случае, что такое бредовые идеи? Это иррациональные, ложные убеждения, которые не поддаются вербальной коррекции. То есть, разубедить человека в его бредовых идеях невозможно. Если человеку кажется, что он избранный, что от него зависит судьба человечества, вы не можете ему объяснить, что это не так, он вам не поверит. Потому что для него это реальность. Возвращаемся в начало нашего интервью. Для того, чтобы стать психотерапевтом, в соответствии с украинским законодательством необходимо получить медицинское базовое образование, потом постдипломную подготовку в области психотерапии, либо, будучи любого гуманитарного образования, например, получить полноценную психотерапевтическую подготовку, то есть образование. Здесь не работает подготовка в виде 2-3 месяцев а-ля взлет-посадка, это не работает. Нужно много читать, нужно много готовиться, нужно много учиться и понимать, что это насовсем. Нельзя один раз обучиться и все, и ты классный специалист, ты джедай. Такого не бывает. Нужно постоянно учиться, нужно постоянно повышать уровень собственной компетентности. И нужно постоянно читать, что нового придумали там, или там, в том, или неважно, в зависимости от того, какое направление психотерапии вы выбрали. Нужно быть готовым к тому, что вы будете учиться всю свою жизнь. И работать с людьми, с их проблемами. И здесь придется учиться
С одной стороны, эмпатировать и сопереживать, с другой стороны, понимать, что это не ваши личные проблемы. Для того, чтобы быть эффективным, для того, чтобы помочь человеку выпутаться из этого ситуации, в которую он попал. В таком случае у вас есть все шансы стать эффективным психотерапевтом в данном случае. Друзья мои, если вы чувствуете, что с вами что-то идет не так, не стесняйтесь обращаться к психиатрам, к психотерапевтам и к психологам за помощью. Всегда можно найти того, кто вам поможет. Нет безвыходных ситуаций. Все будет круто.